Наиля Михрабова, член наблюдательного совета Азерсон Холдинг, Азербайджан. Владимир Владимирович, спасибо за ваше выступление, спасибо за то, что вы сегодня с нами. Каковы, по вашему мнению, перспективы использования потенциала объединения стран БРИКС для создания совместной цифровой инфраструктуры? И возможно ли в этом контексте создание единой международной цифровой платежной системы? Владимир Владимирович, и могут ли независимые разработчики, которые хотели бы этим заниматься, рассчитывать на вашу поддержку? Спасибо, Владимир Владимирович. Да, значит, что касается этого, очень важная, интересная тема, и мы стараемся с коллегами из БРИКС уделять этому должное внимание. Повторяю, не только потому, что нам кто-то создает какие-то проблемы, они, естественно, являются серьезными, в известной степени нам мешают проблемы с расчетами, но еще и потому, что самое-то главное, что мировая экономика развивается, развиваются наши отношения, вот как я отвечаю на вопросы вашего коллеги только что говорил, с теми странами, и с большими, и с небольшими по размерам экономики странами. Количество партнеров увеличивается, и все хотят не только безопасных способов экономического общения и расчетов, все хотят современных средств расчетов, которые уменьшали бы издержки и повышали бы надежность международной финансовой сферы. Конечно, это предполагает и использование современных технологий, в том числе и цифровых технологий. И мы, безусловно, будем это делать. Но речь идет не просто о создании цифровых систем расчетов. Вот мы в рамках БРИКС предложили партнерам, и в целом это поддержано, создание такой цифровой инвестиционной платформы, частью которой должны быть и расчеты в цифровых единицах. Здесь мы идем по какому пути? Мы договорились создать рабочую группу на базе Банка развития БРИКС. Она фактически сейчас создается. Мы проговаривали это в Казани и с представителями Китайской Народной Республики, с нашими друзьями из Индии, с Бразилии, со всеми партнерами. Все в целом с этим согласны. Мы хотим создать такую цифровую платформу, которая позволила бы нам инвестировать в перспективные растущие рынки Южной Азии и Африки, причем делать это таким способом надежным, который был бы защищен от инфляции и позволял бы регуляторам, центральным банкам оперативно, гибко реагировать на происходящие процессы в нашем объединении. То есть, если наблюдаем нехватку, да, можно было бы имитировать соответствующие инструменты электронные имитировать. Если избыток, могли бы что-то забрать с рынка и так далее. Это, в принципе, достаточно легко создаваемый инструмент. Нужно просто договариваться о направлениях его развития и направлениях вложения в те или иные страны, в те или иные проекты. На мой взгляд, вот наши специалисты это предлагают, это было бы очень интересно, как для тех стран, которые будут создавать такой инструмент, так и для тех, кто будет им пользоваться, имея в виду, что развивающиеся рынки Африки и Латинской Америки и Юго-Восточной Азии нуждаются в этих инвестициях. Если мы будем находить хорошие перспективные совместно проекты, вкладывать туда, а потом получать отдачу от работы этих объектов, то этот инструмент будет очень надежным и весьма перспективным. И, конечно, в этом смысле мы заинтересованы в привлечении самого широкого круга наших друзей и единомышленников. Это в том числе касается и одного из наших перспективных стратегических партнеров, таких как Азербайджан.
Владимир Ильич, а вот если можно в развитии, смотрите, недавно господин Трамп, еще не доехав до своего Белого дома, до своего, потому что многие, может, не знают, гости, что у нас есть рядом свой Белый дом, где правительство работает, там принимаются хорошие решения, а там в Вашингтоне принимаются разные решения. Так вот, он уже заявил, что если государства БРИКС не будут использовать доллар, то он введет стопроцентные пошлины против всех этих государств. А это, пожалуй, первая угроза такая в адрес вообще государств. Все-таки до этого они кошмарили, американцы, конкретные банки, говорили, мы будем банки наказывать, компании. Вот так, чтобы в лоб заявить о том, что будут наказаны государства, и вся продукция будет облагаться стопроцентным, пожалуй, первой на такое уже вновь избранного президента. Вот мы все знаем, что американцы очень чувствительны к этой теме, потому что сила Америки – это в долларе, конечно, потому что в доллар вкладывают деньги. Если не будет доллара с его позициями, то, конечно, провалится американская экономика с ее огромным долгом, с всем, что этот доллар приносит, огромные доходы банкам и так далее. Вот как вы расцениваете вот такой шаг уже нового президента? Не подорвет ли окончательно, вот то, что вы сказали, окончательно подорвет доверие к Соединенным Штатам, к их политике, к их финансовой системе и застанет страны БРИКС и другие государства еще быстрее бежать от доллара и избавляться от этой системы, пытаться создавать все-таки вот новые формы, такие, как прорабатываются в рамках БРИКС? Прежде всего соглашусь с вами в том, что использование доллара как мировой валюты приносит Соединенным Штатам незаработанные деньги в большом объеме. Вот по мнению наших экспертов, где-то за последние 10 лет примерно они получили 10 триллионов долларов. Просто так, с неба, за факт использования доллара как мировой расчетной резервной валюты. Это на ставках, на размещениях, в их банках там и так далее. 10 триллионов – это прилично очень. Это значит, что они потребляют больше, чем производят. И вот это очень важная вещь. То есть, по сути, Соединенные Штаты за счет доллара продолжают заниматься эксплуатацией других экономик мира в свою пользу. Об этом мало кто задумывается, но это факт. И в этой части я с вами соглашусь. Это первое. Теперь второе. Вы сказали, что вновь избранный президент Трамп угрожал, что тем, кто не будет использовать доллар, он будет вводить против них санкции и повышенные пошлины. Насколько я понимаю, он так не говорил. Я понимаю, что все, что связано с Соединенными Штатами, вызывает у нас определенную реакцию. Насколько я видел, правда, мне некогда особенно смотреть на то, что там где-то за бугром происходит, но тем не менее на это обратил внимание. Он говорил о том, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничить его, то он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же. Одно дело запрещать использование доллара, а другое дело его не использовать. Понимаете, это разные вещи совершенно. Поэтому это второе. Третье. Все-таки вновь избранный президент 4 года не был в том самом Белом доме, о котором вы упомянули. А за это время произошли определенные изменения в экономике, в мировой и в американской экономике. Его преемники, его политические противники очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты. И прежде всего сделали это своими руками, используя доллар как инструмент политической, а может быть даже и вооруженной борьбы, для того, чтобы нанести ущерб другим странам, которые, действующие до сих пор власти в США, считают своим противником. Мы их никогда не считали, они вдруг решили, что мы противники. Начали вводить ограничения, а с учетом того, что доля США в мировой экономике сокращается, а значит и влияние доллара на мировые экономические процессы тоже сокращается, естественным образом происходят процессы, связанные с применением других инструментов. Вот, например, биткоин. Кто может запретить? Никто. А использование других электронных средств расчета?
Кто может запретить? Никто, потому что это новые технологии. И чего бы ни было, чего бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться, потому что все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность. Неизбежный процесс. И доллар здесь совершенно ни при чем. Но если будет и дальнейшее продолжение сокращения использования доллара в мире, причем их собственными руками, то, конечно, они будут подрывать основы своего экономического могущества. Это совершенно очевидно, здесь я полностью с вами согласен. Ну и, наконец, мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании. Но отказали, как у нас, знаете, говорят, за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара. Теперь, конечно, надо задуматься о том, что делать дальше. Вот это все происходит от самоуверенности, от чванства, в том числе и в сфере экономики. Это недопустимо. Нужно понимать процессы, которые в мире происходят, и, исходя из этого понимания, выстраивать свою политику, в том числе на международном уровне. Ведь смотрите, что происходит. А происходит это естественным путем. Даже страны, которые являются безусловными союзниками Соединенных Штатов, они сокращают свои ЗВР, золотовалютные резервы, и в долларах, и в евро, кстати говоря. За последние лет 10 сокращение составило примерно 13%. Это значительная величина. Причем это происходит естественным образом. И никто не сможет повернуть эти процессы вспять, особенно с помощью санкций и силовых методов, которые для экономики являются разрушительными. И для тех, кто это принимает, прежде всего. Спасибо большое. Ну, вы в разговоре с ним скажете, знаешь, он поаккуратнее был. Так что не махал. Господин Трамп такой человек, который в советах и рекомендациях не нуждается. Понятно.